Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, в сегодняшней части мастер-класса Мишки будем вязать ему одежду. Вязать будем спицами. Так, что нам вообще для этого нужно? У меня 2 моточка пряжи. Голубой джинс 75, синий сказать не могу. Голубая маечка, у меня будет синий комбинезончик, ну штанишки. Спицы 2,5 миллиметра. У меня чулочные, можно на лески круговые взять. Можно взять абсолютно любую пряжу, не обязательно это должен быть джинс. Плюс-минус на вот 50 грамм, 160 метров. Это может быть какой-то акрил. Можете остатки извязывать на одежду, там буквально немного надо. То есть абсолютно любую пряжу, плюс-минус по метражу, чтобы она была как вот джинс. Дальше 4 маркера обязательно. Реглан, чтобы вывязать. Крючок, чтобы прятать ниточки, ножницы. Пуговки. 1 пуговка на маечку. И я буду вязать штанишки. Вот такие. 2 пуговки сюда на штанишки. Иголка с ниткой, чтобы пришить пуговки. И вот клей, которым я прячу абсолютно все кончики и которым я склеиваю нитки, когда вяжу какое-то плечевое изделие спицами. Классик, момент, водостойкий. Его главное не переборщить, его надо буквально вот горошинка, капелька, потому что он сам желтого цвета, чтобы этот желтый цвет на ниточке не остался. Он клеит классно, он клеит очень быстро. Реснички, кстати, тоже им клею тоненьким слоем, еле заметным. И потом, что хочешь с ним, стирай, не стирай, он ни за что не разлезется. Классный клей. Так, дальше еще что хотела сказать. Для тех, кто не любит вязать спицами, или не умеет, не вяжет, вяжет только крючком. Знаю по себе, еще лет 5 назад я крючок терпеть не могла. Я вязала, умела им вязать, но не любила вообще. Вязала только спицами. Для тех, кто вяжет только крючком, рассказываю. Открываем мастер-класс вот этого зайца, вот этого комбинезона, 3-я часть. И мы можем связать такую же кофточку и штанишки, но крючком. По мастер-классу вяжем вверх, у нас просто спинка станет передом, да. Вяжем, наверное, до ряда 8-9 поворотными рядами. И потом с ряда 9, когда-то мы заканчиваем, 15 мы провязываем и потом соединяем, да, в круг. И вот в 9 ряду соединяем соединительным столбиком и начинаем вязать поворотными рядами те же прибавки, все как по мастер-классу, просто чтобы у нас не был такой сильный разрез, вот где-то 8-9 ряд. Вот здесь мы соединяем в круг, и вот эту часть мы провязываем соединительными столбиками, петлей подъема, ну, поворотными рядами. Те же прибавки делаем. Провязали до 15 ряда, закончили. Дальше вяжем отдельно штанишки. У нас там сколько? 68, по-моему, столбиков без накида получается в работе. Набираем цепочку 68 столбиков без накида и вяжем поворотными рядами. Сколько там рядов? На хвостик. По-моему, 8. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну вот 8 рядов вяжем поворотными рядами, вывязывая хвостик. И потом соединяем, вяжем уже дальше по мастер-классу штанишки. Связали штанишки, провязываем резинку. И резинкой соединяем вот эти 2 части, они у нас, получается, будут раздельно, да, мы же будем поворотными вязать, вывязывая хвостик.
И соединяем резинкой, провязываем резиночку, вот эти две половиночки. И у нас получаются такие же штанишки, как и при вязании спицами. Вот, в этом нет ничего сложного. То есть из комбинезона можно сделать маечку и штанишки. Это для тех, кто не вяжет спицами, вяжет крючком. Можете на заметку себе взять. Так, ну что, начинаем вязать. Набираем на спицу. Я всегда набираю на одну, можете набирать на две, как вам удобно. Где мой фокус? Набираем 30 петелек. Первая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, набрали 30 петелек, оставляем этот хвостик, ничего с ним не делаем. Я буду из него вывязывать петельку для пуговички. Если будете вязать платьице, можно вывязать из него, из хвостика, из этого шнурочки, на которые будет завязываться платьице, один из. Разворачиваем спицу изнанкой к себе, да. Вяжем изнаночными. Берем наши маркеры, они нам сейчас понадобятся. Первую петлю ряда любого лицевого изнаночного мы снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Неважно, лицевой это или изнаночный ряд, кромочная называется петля. Снимаем первой, она у нас первая, вторая, третья, изнаночными вяжем. Боже мой, фокус пропадает. Четвертая, пятая. Ставим маркер. Здесь у нас будет реглан. Дальше вяжем опять 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ставим маркер. Дальше вяжем 10 петель, ставим маркер, 5 петель, ставим маркер и 5, считая кромочную, до конца ряда. Итак, провязали мы первый изнаночный ряд, разделили на маркеры 5, 5, 10, 5, 5 петелек, вяжем второй ряд. Первую петлю мы в любом ряду снимаем, последнюю провязываем изнаночной, любой ряд, изнаночный, лицевой все равно. Вяжем лицевыми 1, 2, 3 лицевых. Последняя петля перед маркером, вяжем прибавку. И первая петля после маркера мы тоже вяжем прибавку. Дальше 3 лицевых. Опять последняя петля перед маркером, вяжем прибавку. И первая петля после маркера, прибавка. Дальше 8 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова последняя петля перед маркером, прибавка. И первая петля после маркера, прибавка. 1, 2, 3 лицевых, перед маркером прибавка, после маркера прибавка, 3 лицевых и последнюю кромочную вяжем изнаночной. Следующий ряд изнаночными без изменений, 38 петелек. Так, провязали третий ряд изнаночный. Вяжем четвертый ряд лицевой. Первую снимаем, вяжем 1,
2, 3, 4 лицевых. И опять в последнюю петельку перед маркером прибавку. И в первую петельку после маркера тоже прибавку. И так вяжем до конца ряда. Раз, два, три, четыре, пять. Прибавка. Делая прибавки перед и после маркера. Прибавка. Вот опять перед маркером и после маркера прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 46 петелек. Довязываем ряд. Последнюю изнаночной. В изнаночном ряду тоже последняя изнаночная. Изнаночный ряд вяжем 46 изнаночных петелек. Первую снимаем и 45 провязываем. Так, провязали изнаночный ряд, разворачиваемся. Это у нас получается уже провязано 5 рядов. Вяжем 6-й ряд. Первую петлю снимаем, довязываем. Убежала. Так, довязываем до последней петли перед маркером и делаем прибавку. Опять ряд этот вяжем, прибавка перед и после маркера. Первая, вторая прибавка. Опять довязываем до маркера. Перед маркером прибавка, после маркера прибавка. Так до конца ряда у нас получится в ряду 54 петли и вяжем потом изнаночный ряд 54 петли без изменений. Так, провязала я, получается, лицевой ряд 6 и 7 ряд изнаночный. Вяжем последний ряд с прибавками, 8. Все точно так же, ничего высчитывать по петлям не надо. Вначале поставили маркеры и перед и после маркера делаем прибавки. Нам нужно провязать 4 ряда с прибавками в каждом лицевом ряду. То есть лицевой ряд с прибавками, 8 прибавок получается, по 2 прибавки возле каждого маркера с 2 сторон. Ничего высчитывать не надо там по петлям. Все понятно, все видно. Вяжем, получается, 8 ряд, 4 лицевой с прибавками. Я их даже не считаю. Прибавка перед маркером и прибавка после маркера. Так вяжем до конца ряда. У нас в этом ряду должно получиться 62 петли. Изнаночный ряд вяжем 62 петли без изменений. Так. Провязала я, получается, 9 рядов. Для тех, кому принципиально важно по петлям, я быстренько проговорю лицевые ряды. Первый изнаночный без изменений. Второй ряд лицевой вяжем 4 лицевых, 2 прибавки, 3 лицевых, 2 прибавки, 8 лицевых, 2 прибавки, 3 лицевых, 2 прибавки, 3 лицевых, изнаночная. Дальше третий ряд изнаночный без изменений. Четвертый ряд вяжем кромочную снимаем, ну, считается 5 лицевых, 2 прибавки, 5 лицевых, 2 прибавки, 10 лицевых, 2 прибавки, 5 лицевых, 2 прибавки, 4 лицевые, изнаночная. Пятый ряд изнаночный, шестой ряд вяжем 6, считая съемную кромочную, 6 лицевых, 2 прибавки, 7 лицевых, 2 прибавки, 12 лицевых, 2 прибавки, 7 лицевых, 2 прибавки, 5 лицевых, изнаночная. Седьмой ряд изнаночными, восьмой ряд вяжем 7 лицевых,
2 прибавки, 9 лицевых, 2 прибавки, 14 лицевых, 2 прибавки, 9 лицевых, 2 прибавки, 6 лицевых, 1 изнаночная. И 9 ряд вяжем изнаночными. Это для тех, кому важно прям вот по петелькам, по петелькам. Дальше вяжем, будем закрывать рукава. Вяжем до маркера изнаночными петлями. Первую снимаем. 4, 5, 6, 7, 9. Убираем маркер. Начинаем закрывать рукав. Ну, закрываем стандартно, не эластично. Снимаем первую петлю, надеваем назад, провязываем 2 вместе. Вот под камеру, если крючком неудобно вязать, то спицами еще неудобнее. 2 вместе. Возвращаем петлю на спицу. Опять 2 вместе. Возвращаем на спицу. 2 вместе. И так. До маркера вяжем. Так, довязали до маркера. Видите, у нас 1 петля осталась. Нам ее тоже нужно закрыть. Поэтому мы захватим 1 петлю с тела. И вот она у нас будет, это 1 петля. Вот. И продолжаем вязать опять до маркера лицевыми. Так, довязали до маркера, опять маркер снимаем, первую провязываем, возвращаем назад и провязываем по 2. Возвращаем, провязываем 2. Возвращаем, провязываем 2 вместе. Просто закрываем. Снова до маркера. Так, видите, опять осталась 1, маркер снимаем. Ее нам тоже нужно закрыть. Тоже возвращаем ее на спицу и провязываем 2 петли. Это у нас получается полочка. 9 петель должно быть. Вот их 9 и остается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Изнаночной последнюю. Так. Смотрите, мы закрыли рукава. На рукавах у нас было по 13 петелек. Мы их закрыли. На полочках, на задних, у нас по 9 петелек. И посерединке у нас на грудке 18 петелек. Всего 36 петель. Теперь будем вывязывать с вами подрезы. Небольшие, но все-таки они нужны. Вот изделие такое для игрушки. Изнаночный ряд вяжем 9 изнаночных, первую снимаем, 8 изнаночных провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убираем спицу и набираем 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возвращаем нашу спицу, продолжаем вязать 18 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Опять убираем спицу, набираем 6 петелек. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Возвращаем спицу, довязываем 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше вяжем лицевой ряд. У нас получается, мы прибавили 12 петелек. У нас получилось всего 48 на спице петелек. Вяжем лицевой ряд без изменений. 48. То есть первую снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Провязываем эти 6 петелек, которые мы набрали, тоже лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 18 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Опять провязываем эти 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых и последняя 9 изнаночной. Дальше мы вяжем изнаночный ряд без изменений. 48 столбиков без накида. Да, 48 изнаночных петелек. Так, провязала я изнаночный ряд. Получается 9. В 10 мы закрыли. В 11 в изнаночном мы прибавили подрезы. 12 у нас был лицевой и 13 изнаночный. Дальше вяжем. Я буду распределять на спицы вязание, потому что будем после этого ряда уже закрывать в круг его. Кто вяжет на круговых, тут понятно, как соединить в круг. Что мы делаем дальше? Я буду вязать маечку, поэтому я провяжу этот ряд 2 лицевых, прибавка до конца ряда. По-моему, если я не ошибаюсь, 16 раз получится. 2 лицевых, прибавка до конца ряда. Если вы хотите связать платьице, вяжите прибавку в каждый столбик, в каждую лицевую петлю прибавку, потому что через ряд еще сделать по прибавке, там через одну, через 2, ну, в зависимости от того, насколько пышная вы хотите, с какими воланами вы хотите платье. Здесь просто в каждой петельке по прибавке. Это если вы на платье хотите. Маечку уже вяжем мы. Считаем. Это 1, 2 прибавка. 2 лицевых, прибавка. 2 лицевых, прибавка. 2 лицевых, прибавка. 2 лицевых, прибавка. Дальше вяжем ряд и меняю спицу просто. 2 лицевых, прибавка. И так до конца ряда 2 лицевых, прибавка. У нас получится в работе 64 петли. 1, 2 или 63. Так, 2. Прибавка. 1,
Прибавка. Сейчас спицу беру. Раз, два. Прибавка. Так до конца ряда довязываем. Смотрите, вот у нас последние 3 осталось петли. Вяжем раз, вот шумят спица, 2. И сюда мы тоже вяжем прибавку. Не вяжем изнаночную. Дальше поднимаем спицы, вы круговые, не круговые, как хотите. И соединяем в круг. Соединять ничего соединительными не надо, просто продолжаем вязать лицевыми петлями. По кругу. Так, и так по кругу без изменений мы вяжем плюс-минус 13 рядов. Это уже смотрите сами по своему мишке. Плотность вязания у нас все-таки у каждого своя. У кого-то он получается там на полсантиметра длиннее, у кого-то на полсантиметра короче. Вот у этого мишки у меня 13 рядов связано. Этот мишка получился чуть-чуть поменьше. Может быть 12-11 будет связано рядов. Ну вот плюс-минус 13 рядов. Ориентироваться на хвостик, чтобы кофточка заканчивалась. Где хвостик у нас? Потому что у нас здесь будет резинка, в которую мы якобы спрячем эту маечку, да? Чтобы она примерно до хвостика была. 13 рядочков просто прикладывайте. Прикладывайте, смотрите, хватит, значит хватит. Вот провязываем. Провяжите 10, посмотрите, может вам 10 хватит. Все, просто по кругу, без изменений, лицевыми петлями. Так, провязала я 12 рядов, у меня получилось, я приложила. И теперь закрываю точно так же, как закрывали рукава. Провязываем, надеваем назад, провязываем 2 петли. Провязываем, возвращаем, провязываем 2. Возвращаем, провязываем 2. Возвращаем петлю на спицу, провязываем 2. Со спицами вообще неудобно под камеру. Возвращаем, провязываем 2. И так по кругу закрываем. Смотрите, закрыла я, осталась 1 петелька. Берем крючок, вводим в первую закрытую петельку нами соединительный столбик и обрезаем ниточку, выводим. Потом я ее с помощью клея спрячу. Дальше что мы делаем? Вот у нас остался хвостик этот. Мы сейчас вывяжем. Видите, я пуговичку уже пришила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте 8 петелек. Так, и пропускаю, где фокус? Пропускаю 1 столбик во второй. Ну, сделаем петельку, крючочек для соединительным столбиком. Фиксируем и тоже потом вот так ниточку спрячу. Итак, вот наша маечка готова, видите? Заканчивается она прям возле хвостика.
всю одежду, связанную пряжей, именно джинс, именно спицами, я всегда провожу ВТО, стираю и отпариваю утюгом, потому что вот эти вот всякие заломы у джинс, это проблема, от них очень сложно избавиться. Но возможно. Так, маечка у нас готова. Дальше вяжем штанишки. Набираем на спицы 63 петли. Я их уже набрала. Набираем сразу на круговые, или вот я сразу на 3 спицы, потому что мы сразу начнем вязать в круговую. Так, сейчас я в них. Так, смотрите, набрано у меня 63 петли, и нам теперь надо соединить в круг первую и последнюю петлю. Мы одну сквозь одну пропускаем. И снимаем. То есть из двух у нас остается в работе одна петля. И возвращаем ее на место и начинаем вязать резинку 1 на 1. То есть вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Чередуем. Так, провязала я первый ряд. Начинала я с лицевой, закончила изнаночной. И сейчас надо еще связать 3 ряда по рисунку, где лицевая, лицевая, где изнаночная, изнаночная. Резиночку 1 на 1. Где лицевая, лицевая, где изнаночная, изнаночная. Еще 3 ряда. Так, провязала я 4 ряда по кругу резинкой 1 на 1. Дальше нам нужно сделать 6 прибавок. Они получаются не очень равномерно, тут 2 лишние петельки. Но мы сделаем так. Мы провяжем 10 лицевых. Лицевыми петлями все вяжем теперь. Все лицевыми и изнаночными. 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем прибавку. Дальше вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем прибавку. Это у нас вторая прибавка. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это 4-я прибавка. Опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Трясется. Остановись. 6, 7, 8, 9. 5-я прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6-я прибавка. И 10-ю мы провязываем изнанкой. Теперь
нам нужно связать поворотными рядами 8 рядов. Это был первый. Разворачиваемся по рисунку. Лицевой ряд лицевыми, изнаночный изнаночными. Первую снимаем и вяжем изнаночными. Так до конца ряда провязываем последнюю изнаночной и в лицевом, и в изнаночном ряду. Провязали до конца ряда, развернулись, кромочную снимаем, в обратную сторону лицевыми. И так нам нужно провязать 8 рядов. Вот первый ряд с прибавками мы провязали лицевой. Дальше вяжем изнаночный второй ряд и заканчиваем мы 8 рядов. Надо связать. 8-й ряд у нас будет изнаночный. Провяжите самостоятельно. Итак, смотрите, провязала я 8 поворотных рядов. Последний поворотный ряд у нас был изнаночный. А мы его провязываем, разворачиваемся, вяжем 9-й ряд лицевыми. Вот я его провязала. И продолжаем 10-й ряд уже вязать лицевыми уже в круговую, по кругу. Значит, нам нужно провязать в круговую с 9 по 24 ряд. Это 16 рядов. Без изменений 68 петелек у нас до 24 ряда. С 9 по 24, 16 рядов. Дальше мы это провяжем. Что касается трусиков. Если вы хотите вязать, если вы вяжете платьице и трусики, значит, провязали резинку. Первый лицевой ряд мы вяжем без прибавок. 62 петли. Точно так же разворачиваемся до 8 ряда включительно вяжем изнаночными. В 8 ряду, 8 ряд мы довязываем, обрываем ниточку и делим наши трусики на 2 части. Значит, у нас 62 петли по 31 петле пополам. Сзади 31 и спереди 31, да? И вяжем сначала, ну, либо перед, либо зад. Тут уже, получается, надеваем полностью 2 половинки. Здесь 2 половинки будет, так как мы вывязываем хвостик. Надеваем на спицы 31 петлю. И вяжем в каждом лицевом ряду, делая с начала ряда и в конце ряда убавку. Изнаночный провязывая без изменения. Убавки делаем каким образом? Смотрите, чтобы они красиво смотрелись, вправо-влево, да? Как-то вам показать так? Как-то так показать. Сейчас. Так. Вот смотрите, у меня петельки. Где фокус? Петельки надеты, видите, как? Когда мы вяжем убавку вот так, вот, она у нас, получается, будет вот таким образом. Мы делаем убавку. Боже, что с фокусом? С вот этой стороны, если сзади вяжем. Если спереди, то с этой, да? Относительно себя справа. Так. С другой стороны, вот у нас так петельки. Что с фокусом? Мы переснимаем
петельки на другую спицу, переодеваем. И получается, теперь уже петельки смотрят вверх. И провязываем 2 петельки, делаем убавку. Это уже относительно нас будет слева. Так, вот. Понятно, да? То есть довязываем 8 рядов, как... Довязываем 8 рядов, вывязывая хвостик, как в штанишках для Мишки, только не делая в первом ряду никаких прибавок. Вяжем 62, как у нас было в резинке, так 62 и остается. 31 спереди, 31 сзади, столбик, петля, 31 спереди, 31 сзади. И вяжем в каждом лицевом ряду, делая по бокам убавку. Лицевой с убавками, изнаночный без убавок. И так вяжем, пока у нас не провяжется ряд, убавка, 9 лицевых, убавка. На этом плюс-минус мы заканчиваем. Ну, примеряйте в любом случае. Мишка может получиться у вас немножко другого размера. Может быть, еще придется ряд с убавками связать или на ряд меньше. Ну, примеряйте. Все, и потом сшиваете. С двух сторон вяжете убавочки. Сначала одну сторону, потом вторую, и снизу сшиваете просто. Вот. С Мишкой же мы в круговую начинаем вязать с 9 по 24 ряд. Лицевые петли, 68 петель. Так, провязала я 24 ряда с резинкой 28. Смотрите, в 24 ряду я себе пометила маркерами петли, которые буду закрывать. То есть у нас на расстоянии между ножек будет закрываться по 6 петелек, и на сами ножки останется по 28 петелек. Ориентируясь на вот дырочку для хвостика, видите, у меня с одной стороны 3 петельки, с другой стороны 3 петельки. Они будут закрываться. Потом 28 петелек ножка. Потом 6 петелек спереди закроются. И снова 28 петелек. Вот. Вяжем 25 ряд. Будем сейчас закрывать. Первые петли, которые нам надо закрыть, мы провяжем лицевыми. Мы их закроем потом в конце. Дальше вяжем 28 лицевых петель. Это петли ножки. Так, вот она, 28-я. Снимаем маркер. Закрываем петли так же, как закрывали рукава, маечку. Провязываем одну лицевую, возвращаем, провязываем 2 сразу. Возвращаем 2. Возвращаем 2. 2. Так, снова у нас остается одна петелька, и нам ее тоже надо убрать. Берем у ножки одну, и вот она первая у ножки. Опять 1, 2, 3, и так 28 лицевых. Так, 28-я. Убираем маркер. И опять закрываем. Лицевая петля, возвращаем. Где она делась? Потерялась. Вот. 2 вместе. Возвращаем. 2 вместе. И вот эти вот первые 3 петельки тоже закрываем, которые провязывали лицевыми в начале ряда. Закрываем.
Снова остается одна петелька, и нам ее тоже надо закрыть. Мы для этого захватываем петельку с ножки. Все, закрыли. Теперь вяжем ножку резинкой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так 4 ряда. Первый поворотными рядами по узору. Так, вот я довязала до конца ряд. Лицевая, изнаночная. Мы, как обычно, первую петлю снимаем, последнюю провязываем, несмотря на то, что здесь закончилась изнаночной, изнаночной. И еще 3 ряда провяжите самостоятельно. Провязала я 4 ряда резинкой 1 на 1. Теперь давайте покажу, как закрыть. Здесь мы будем закрывать немножко по-другому, чтобы край был более эластичный. Первую петлю снимаем, вторая у нас лицевая, провязываем ее лицевой. Возвращаем 2 петли назад на спицу, на левую, и провязываем их лицевой. Дальше, следующая петля изнаночная, мы провязываем ее изнаночной. Опять одеваем на левую спицу обе петли и провязываем уже 2 изнаночной. И так чередуя. Лицевую провязываем лицевой, возвращаем, провязываем лицевой 2 вместе. Изнаночную провязываем изнаночной, 2 петли возвращаем и провязываем их изнаночной. Изнаночной. Снова лицевую, лицевой, 2 возвращаем, провязываем лицевой, изнаночную, изнаночной, возвращаем 2 и провязываем 2 изнаночной. Вот. Так закрываем. Дальше с этой стороны у нас тоже 28 петель. Начинаем с лицевого ряда. Точно так же 4 ряда резинкой 1 на 1 и закрываем. Так, видите, этот я закрыла. Здесь вводим новую ниточку, эту обрезаем и вяжем резинку 1 на 1, 4 ряда. И вот точно так же закрываем, но ниточку не обрезаем. Так, все, провязала я обе стороны. Вот я ниточку не отрезала, оставила петельку, хвостик. Вот это все мы потом спрячем, выворачиваем на изнаночную сторону, складываем пополам, берем крючок, можно иголку, как хотите, и просто сшиваем. Я это буду делать соединительными столбиками. 2 части в штанишке. Вот. И сшиваем до второй ножки. Так, вот, сшила я, уже надела на мишку. Вот, чтобы вот это вот все более-менее убрать, это надо провести ВТО. Дальше свяжем с вами, я покажу вам, как вязать шлейки. Я буду вязать уже на самом мишке, потому что, чтобы отмерять длину. Определяемся примерно вот где у нас между ножек зашиты штанишки, да, ну вот, чтобы на одинаковом расстоянии были. Берем, вставляем в петельку нашу ниточку, крючок, крючком закрепляем петельку, закрепили мы ее, потом спрячем.
Теперь в соседнюю петельку вводим крючок, достаем петельку. У нас получается на крючке 2 петли. Провязываем их вместе. Потом во вторую вот эту вот петельку достанную вводим крючок, достаем петельку, опять 2 петельки, провязываем вместе, опять во вторую петельку, достаем, 2 получается, провязываем вместе. И вот так вот достаем, провязываем 2. Достаем, провязываем 2. И прикладываем вот так вот, примеряя. Я вяжу наискосок, можете связать прямо. Я буду вязать 1 и 2 петельку, шлеечку. Вот я провязала до нужного мне места. У меня получилось 34, цепочка из 34 таких петелек. Вот, делаю отворот и присоединяю просто крючком. Да, провязываю, фиксирую. Потом это все, где ножнички, отрезается, достается, это все прячется. Можно на 2 петельки. Вот видите, это на 1 плохо. Еще рядышком возьму. Неудобно. Так, вверх ногами. На соединительный столбик тоже. Оп. Потом наклею и спрячу. Вот. Такая шлеечка получается. Пришью потом просто сюда пуговки. И мишка будет готов. Так, ну что, вот, довязался комбинезончик. Вот такой красавчик, пухляж у нас получился. Я очень надеюсь, что у вас тоже получится связать одежду по этому мастер-классу. Я просто со спицами, сейчас мой первый мастер-класс вязания спицами. Я спицами вяжу уже больше 20 лет, и ну, вяжу не по схеме, никогда не вяжу по схеме, не считаю ничего, мне это неудобно. Я вижу рисунок, я даже не глядя вяжу, просто вяжу и смотрю в телевизор. По рисунку, это крючком, там надо смотреть, считать петельки, чтобы все попало, все четенько по схеме, а спицами... И очень сложно переключиться, когда сейчас такой, как сказать, такое активное вязание крючком. Вот открыла канал и начала вязать именно игрушки крючком. И сейчас в последнее время только крючок, крючок, крючок. Спицы уже ушли на задний план, и уже на языке крючок, эти столбики без накида, воздушные петли и так далее и тому подобное. И все время, даже когда уже держишь в руках спицы, хочется сказать про эти столбики без накида. Хотя понимаешь, что ты делаешь лицевую петлю или изнаночную, ты путаешь лицевая и изнаночная. Короче, я надеюсь, было вам все понятно, все ясно. Если вдруг какие-то вопросы возникнут, обязательно пишите в комментариях. Лучше, конечно, в Инстаграм переходите, подписывайтесь на Инстаграм, пишите в Директ. Я постараюсь всем ответить на возникшие вопросы. Но думаю, что ничего сложного. В принципе, это какие-то базовые такие навыки вязания спицами, абсолютная база, ничего сложного и сверхъестественного нету. Если вы умеете вязать спицами, я думаю, что вы вообще без проблем свяжете. Вот. Ну, постаралась для вас как могла. Конечно, не очень просто для меня дался этот мастер-класс. Я спицами
Кошмар, давно не вязала. Надо повязать что-нибудь спицами. Я раньше вязала только спицами, только плечевые какие-то изделия, в основном джемпера, кардиганы какие-то, шапки-снуды. Вот. Сейчас это в основном крючок и термин лицевая, изнаночная. Ой, кошмар какой, короче. Надеюсь, все понятно. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, вашим подпискам. И до новых встреч.